это отдельная настройка, тем больше привязка камеры, которую вы скорее всего будете менять. Всем привет, с вами NetDriver, и сегодня я вам расскажу о настройке NeckFX для шейдер патча. Для тех, кто не в курсе, NeckFX это расширение для шейдер патча, влияющее на работу камеры от первого лица. С ним в зависимости от настройки камеры можно смотреть на линию траектории, поворачивать голову в зависимости от перегрузок или в зависимости от положения руля и управляться мышкой. Все эти параметры поддаются тонкой настройке, и чаще всего на этапе настройки возникают трудности. Так много разных пунктов и так мало описания их работы. Не без помощи разработчика шейдер патча Ильи я разобрал работу NeckFX. Большинство параметров я буду показывать на примере двух заездов в реплее. В Extensions есть несколько опций, включающих и выключающих расширения, а именно Active включает или выключает NeckFX полностью, Use Without VR or Track IR включает NeckFX, если VR или Track IR выключены, Use in Replay включает NeckFX в реплеях, Use with VR включает NeckFX в VR, Use with Track IR включает NeckFX при работе Track IR. Далее идет список пунктов, отвечающих за поворот камеры в сторону линии траектории. Эффект Gain, сила поворота камеры к линии траектории, при значении 0 эффект выключается. Tilt Split, наклон камеры относительно линии горизонта. Filtering Speed, фильтрация резких поворотов камеры, где чем больше значение, тем больше привязка камеры. Значение 0 выключает камеру полностью, постепенно повышая значение, мы повышаем привязку. Angle Threshold отвечает за то, чтобы эффект выключался, если машина стоит перпендикулярно трассе. Look Angle Threshold уменьшает эффект, если голову нужно повернуть слишком сильно. Должно быть хорошо заметно на поворотах на 180 градусов. Distance Threshold выключает эффект за указанным расстоянием от линии траектории. И, наконец, основные параметры NeckFX, которые вы, скорее всего, будете менять. Это список Direction Alignment. Он содержит в себе два основных пункта: Velocity, поворот камеры на основе боковых перегрузок, и Steering, поворот камеры на основе положения руля. Давайте разберем параметры Velocity, которые мы можем настроить. Velocity Full Speed – скорость, необходимая для максимального поворота камеры пунктом Velocity. Velocity Filtering Speed – фильтрация резких поворотов камеры, где чем больше значение, тем больше привязка камеры. Velocity Tilt Split – наклон камеры относительно горизонта. Velocity Inverse Tilt – отразить сторону наклона горизонта. Аналогичные параметры идут и для Steering. Steering Filtering Speed – фильтрация резких поворотов камеры, где чем больше значение, тем больше привязка камеры. 0 – фильтрация абсолютно всех параметров, и чем выше значение, тем больше привязка камеры. Steering Tilt Split – наклон камеры относительно горизонта. Steering Inverse Tilt – отразить сторону наклона горизонта. После них следуют параметры, отвечающие за поворот камеры от перегрузок, а именно Horizon Lock – фокусировка наклона камеры на горизонте,
что можно заметить на моде. Vertical Assist Filtering Speed. Фильтрация работы лока влияет на скорость изменения камеры эффекта Horizon Lock. Tilt with X GeForce. Наклон камеры горизонтально на основе перегрузок. Tilt with Z GeForce. Наклон камеры вертикально на основе перегрузок. Base Head Tilt. Изначально наклон камеры вертикально. Работает так же, как и Pitch в настройках вида. Точно такие же параметры есть в списке Direction Alignment in VR. И очевидно, что это отдельная настройка, которая включается только в VR. Далее идет GeForce Influence. Он отвечает за чувствительность перегрузок, и редактировать стоит вот эти три параметра. Maximum Offset, максимальное смещение перегрузки, Slow Response Gain, сила смещения камеры из-за перегрузок, Slow Response Speed, скорость смещения камеры из-за перегрузок. Так же как и с Direction Alignment существует GeForce Influence in VR, который отвечает за те же настройки, но в VR. Далее идут графические настройки, которые оставляют или убирают хроматическую аберрацию и блик от первого лица. Оба эти эффекта по своей природе особенности фотокамеры и использование их от первого лица не всегда корректно. Последний пункт показывает шлем от первого лица. Я намеренно пропустил два списка пунктов Look Around и Pan Around. Look Around отвечает за поворот камеры на 90 и 180 градусов по кнопке и за поворот камеры мышкой. С большинством параметров там вам не составит труда разобраться, ведь вы уже знаете, что они делают на примере аналогичных параметров. Остальные же интуитивно понятны. Pan Around двигает камеру по вертикали и горизонтали и возвращает ее на место после отпускания кнопки мыши. Я еще не видел, чтобы кто-то пользовался этой фичей, но даже если вы захотите ее настроить, то у вас также не должно возникнуть проблем с ее настройкой. Также в скором времени возможно появление пункта, отвечающий за угол перегрузки, после которого камера будет возвращаться в центр. И находиться этот пункт будет скорее всего в Direction Alignment. Спасибо за просмотр, оценивайте это видео, отправляйте его своим друзьям. Если они тоже хотят разобраться в работе на KFX, подписывайтесь на мой канал, тут я провожу дрифт-стримы по Assetto Corsa и выпускаю видео около дрифт-сим тематики. И всем удачи, всем пока!